Субботним утром Артем отвел свою дочь Эмилию в спальню и сделал с ней нечто шокирующее. Но он и представить не мог, что в том месте была установлена камера. Когда его жена Наташа позже просматривала записи, она не поверила своим глазам. Женщина разрыдалась. Самое удивительное заключалось в том, что все это произошло сразу после жуткого инцидента, который едва не разрушил их семью. Несколько недель до того, как Артема застали за тем самым поступком с Эмилией, он вернулся домой из офиса пораньше и направился прямиком в спальню Наташи. «Ты рано, милый?» — удивленно спросила она, но в ответ встретила ледяной взгляд. Никогда еще она не видела Артема таким. Его глаза были красные и опухшие, как будто он плакал целый день. От него пахло алкоголем, и это пугало ее больше всего. Она знала, что тот человек, за которого она вышла замуж, никогда бы не сел пьяным за руль. Что-то было не так. Почему? Наконец нарушил тишину Артем и с дрожащим голосом произнес: «Наташа, зачем ты это сделала?» Женщина была ошеломлена. Она подошла к нему и попыталась обнять, но Артем отстранился. Это было так непривычно и больно, он никогда раньше так с ней не обращался. Но вместо того, чтобы объяснить, что случилось, Артем прошел в детскую, где Эмилия мирно спала в своей кроватке. «Ты моя, я тебя так люблю, я не смогу без тебя», — шептал он дочери, и слезы катились по его щекам. Наташа пыталась его разговорить, но он молчал. Он не стал ужинать и лег спать раньше обычного. Всю ночь он ворочался в постели, не находя себе покоя. Наташа тоже не могла сомкнуть глаз. Ему удалось задремать лишь под утро, но вдруг он резко проснулся с криком: «Эмилия! Все с меня хватит!» — вспылила Наташа. Она устала от этого непонимания и молчания. «Ты ведешь себя странно с тех пор, как вернулся домой, но ничего не объясняешь. Это сводит меня с ума», — с раздражением сказала она. Ответ Артема поверг ее в шок. Он сел на кровать, запустил пальцы в волосы и воскликнул: «Глеб приходил ко мне вчера в офис. Он сказал, что Эмилия не моя, а его дочь». «Что?» Наташа чуть не задохнулась. Глеб был ее первой любовью, с которым у нее был долгий и непростой роман. «Нет, нет, Глеб врет. Ты должен мне доверять», — произнесла она дрожащим голосом. «Я очень хочу, но помоги мне понять», — сказал Артем и протянул руку за ее телефоном. Она без колебаний отдала ему устройство. Он открыл журнал вызовов и увидел. За последнюю неделю она 10 раз говорила с Глебом и еще несколько раз звонила сама. «Вы общались за моей спиной. Все, что он сказал, правда?» С отчаянием посмотрел он на женщину, которую любил больше жизни. «Почему ты скрывала, что снова с ним на связи? Мы ведь всегда были честны друг с другом», — добавил он более спокойно. «Я знала, как ты переживаешь за повышение и карьеру. Я не хотела тебя волновать. Никогда бы не сделала ничего, что могло бы причинить тебе боль», — прошептала она, затем добавила. «Глеб начал мне звонить несколько дней назад. Он умолял меня вернуться, но я говорила ему, чтобы он держался подальше. Я счастлива с тобой». Пока она это говорила, Артем встал, подошел к шкафу и достал портфель, с которым приходил накануне. Открыл его и вынул конверт. «Я хочу тебе верить. Но как ты объяснишь это?» — спокойно сказал он и высыпал содержимое на кровать. Когда Наташа увидела, что лежит перед ней, ноги ее подкосились. На кровати лежали фотографии. Наташа и Глеб в гостиничном номере. Дата на снимках за неделю до свадьбы с Артемом. «Что ты можешь сказать? Просто скажи правду, и я прощу. Я люблю тебя, Наташа, несмотря ни на что», — тихо проговорил он. Со слезами на глазах она объяснила. «Да, я встретилась с ним за неделю до свадьбы. Он угрожал мне.
Сказал, что если я не увижусь с ним, он покончит с собой. Я согласилась встретиться в баре при отеле. Потом он пожаловался, что ему стало плохо, и я пошла с ним в номер. Честно, мне было тяжело. Я чувствовала вину за то, что бросила его. Я хотела извиниться, но между нами ничего не было. Клянусь своей жизнью. Прости, что не рассказала. Я должна была. Эмилия, твоя дочь. Артем был разбит. Глеб предложил пройти тест ДНК, и теперь Наташа утверждала, что Глеб лжет. Несмотря на все, Артем не мог видеть слезы жены. Он обнял ее и попросил не плакать, говоря, что все будет хорошо. Но на самом деле все было не так. Отношения стали прохладнее. Артем не хотел делать тест, но понимал, это единственный выход. Он решился. Пока ждали результатов, он старался быть прежним. Он заверил Наташу, что любит ее вне зависимости от результата. Наташа, в свою очередь, не переставала винить себя за то, что скрыла важную встречу. Спустя неделю они сидели вместе в гостиной и смотрели сериал. Вдруг телефон Артема завибрировал. Это было письмо. Он открыл его, пробежал глазами и уронил телефон. Из глаза хлынули слезы. Наташа даже не спросила. Она знала, что именно пришло. Она подбежала к нему, обняла, и они поцеловались. Страстно, как впервые. Артем чувствовал вину за то, что сомневался, но с такими доказательствами как не сомневаться? Наташа знала, все это не случилось бы, не утаив она встречу с Глебом. На следующий день, после того, как тест ДНК подтвердил, что Эмилия — дочь Артема, Наташа ушла в супермаркет за продуктами. Ее не было около часа. Именно в это время Артем сделал нечто совершенно неожиданное с дочерью. Недавно Наташа установила камеры в доме, чтобы наблюдать за передвижениями активной Эмилии. Она не проверяла их, пока не легла спать. Артем уже дремал рядом, а она, не чувствуя усталости, решила посмотреть запись ради забавы. Она хотела посмеяться, но расплакалась. На записи был слышен плач Эмилии. Артем встал с дивана, прошел в детскую, пел ей колыбельную, но девочка продолжала плакать. Через несколько минут он вынес ее в зал на руках, поставил на пол, включил музыку, а потом начал танцевать. Его движения были такими нелепыми и веселыми, что Эмилия сначала просто смотрела, а потом начала смеяться. А потом повторять его движения. Они смеялись, танцевали, обнимались. Слезы лились по щекам Наташи. Она увидела, как Артем любит Эмилию. И поняла, даже если бы результат теста был другим, он все равно бы ее не оставил. После просмотра она подошла к Артему, поцеловала его и прошептала: «Спасибо за твое терпение и доброту. Мы с Эмилией тебя очень любим». Возможно, Артем слышал ее сквозь сон, потому что повернулся к ней лицом и прошептал: «Я люблю тебя еще сильнее», и снова заснул, тихо посапывая. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.